Я вообще не думал садиться за сценарные ролики в ближайшее время. Спокойно себе выкладывал заготовленные видосы, что на YouTube, что на Бусти, в то время как в жизни сдавал экзамены. Даже добавил плюс одну серию Альянса в неделю, дабы к выходу Генезиса пятая часть игры у меня на канале была закрыта. Кстати, поддержите данный летсплей своим просмотром и лайком. Но разработчики не дают отдохнуть. По Генезису накопилось очень много информации, и пару раз меня даже спрашивали, как насчет того, чтобы объединить все девлоги и сделать небольшой обзор. Идея хорошая, времени нет, плюс я ленивый. Но раз уж появился повод в виде официального трейлера, то добро пожаловать на предрелизный обзор Kingdom Rush 6 Genesis. В первую очередь, парам-парам-пам, дата релиза шестой части франшизы 24 сентября этого года. Ждать осталось в принципе недолго, но для кого-то это может быть приличный временной промежуток. Поэтому для них разработчики, помимо трейлера, выкатили и целую демку. Полное прохождение демо-версии игры уже лежит на бусте, так как креаторам дали ранний доступ. Приобрести можно отдельно бандл или же по самой дешевой подписке. Помимо Генезиса в раннем доступе лежит финал Альянса, полное прохождение Iron Marines Invasion, ХК, опережающий YouTube на 8 серий, и PvZ2 Eclipse. Заходи недорого, плюс уютная приватка, где я показываю свои ножки. Трейлер начинается с того, как Геральт разрубает логотип игровой студии последним артефактом, оставшийся у Линерии, Меч Лини. По приказу короля Деноса, отдавшийся в ожесточенной битве Линерии против обезумевшего Везнана, Геральту поручается крайне важная миссия – использовать древний артефакт и переместиться во времени, дабы переписать историю. Путешествуя по временной материи, Геральт видит разные флешбеки. Недавняя победа над Надзирателем, отправка Везнаном Деноса в мир Глазика, пробуждение Малагаром Умбры, легендарная финальная битва с Везнаном из первой части. И тут наш герой попадает в то время, когда Линерия только зарождалась как королевство, как держава. События Ориджинса еще не прошли, но закончились они, по всей видимости, недавно, так как Денос-младший еще не прибыл с южных земель обратно на родину. И честно, эту сцену я бы хотел видеть и в самом КР, чтобы помимо комиксов в игру также постепенно внедрялись касцены. Вы только представьте. Мы были слишком наивны, веря, что мир продлится долго, и что безумцам можно доверять. Я не могу больше сопротивляться. Давай, Геральт. Ты уверен? Ему нужен я, и этот меч — наша последняя надежда. Ступай, старый друг. Мы потеряли бдительность и заплатили за это сполна. Но у нас еще есть шанс. Далее нас встречает 6-й уровень башни Лазагона. И как человек, что уже прошел демку и увидел трейлер, скажу, что визуальный уровень игры снова вырос, в том числе и анимации. На этом левеле мы встретим нашего союзника из Frontiers, Нивуса. Тут он моложе, но все еще стар. Напомню, что он является учителем Везнана, но как так получилось, что ученик поддался искушению зла. Также можно заметить собак, скорее даже гиен, и чилищего деда. Последний уровень первой локации – крепость. Как и предполагалось, на нее нападут из огнестрельного оружия, оставив лишь руины. После нас переносит на зимний уровень. Эта локация была еще известна с геймплейного шоукейса. Мы находимся прямо у порога дома Гарри или же GT. Из героев палят каменного элементаля Гросс, Родоса, самих сорсеров и новую уникальную башню, наездницы которых уж больно похожи на эпическую версию Алирии из КРБ. Далее нас переключают на второй уровень, который мы с вами видели, но с новыми подробностями. Во-первых, сразу же бросаются в глаза новые башни, оживший древень, чем-то похож на Стойроса. Во-вторых, так называемая башня Дидры, еще один КРБ референс. Плюс новый враг-бандит, которого в демке не наблюдается. Переносимся в пещеры пауков. Дизайн уровня напомнил битвы с пауками из Legends. По центру уровня расположился линерийский лагерь, который защищает Драккан, магический дракон из Аркании, и новый герой Конор,
И он проверит, как эта игра работает на самом деле. Он тамплиер с двуручным мечом, и что интересно, с мечом на цепи. И это, наверное, один из любимых моих дизайнов в этой игре. Нас обратно переносит к древню, где мы узнаем, что его можно будет отрывать от корней. Этот гигант будет сражаться в ближнем бою, подобно болотному монстру из Legends. Еще в действии мы увидели молодого Болина. Для пояснения следующего кадра перенесемся в игру. За облаками находится Золотая Роща. Да, земли Варалдула не всегда были выжжены пустошью. Именно оттуда родом древень. По сюжету Дэна-старший отправляет нас именно туда. Мы должны добраться до королевства Блэкберна, расположенной в Золотой Роще, и заручиться его поддержкой. И тут я даже был немного удивлен. Неужели будет взаимодействие с молодым еще не проклятым Блэкберном? Вернемся к уровню. Нас встречает болотистая местность. Из героев мы видим молодых Ашбайта и снова Болина. Снова Тролли и Малик. Живая Сарильгас. И очень эпичная битва с Углукаем старшим. Вообще, мне очень нравится дизайн второй локации, где множество битв происходит не где-то на поверхности, а в пещерах и непосредственно в самом храме Гроз. Перейдем к демке. Напомню, что первое впечатление и все серии Genesis лежат на бусте. Во-первых, снова подмечу визуальный стиль. Художники постарались на славу. После просмотра трейлера особенно хочется окунуться в красочный мир осеннего леса. Зал героев, башен и заклинаний. Да, напомню, что у героев теперь нет ульт. Спылы качаются и выбираются отдельно. Так вот, меню выбора изменилось. Теперь вместо карточек у героев, башен и так далее full спрайт. И как писалось ранее в девлогах, у каждой боевой единицы своя ветка улучшений. Причем умениями башен и заклинаний можно жонглировать. Выбирай тебе нужную способность под определенный уровень и тактику. Например, гарнизону лучников вместо ахиллесовой пяты я взял Небесное Око, что улучшает дальность башен на 15%. Катапульте же вместо капканов решил взять бомбопульту. Теперь снаряды башни дополнительно при приземлении дамажат взрывным уроном. И учитывая механику катапульты, ее огромный радиус благодаря лучникам я разогнал еще больше. И теперь у меня появилась сильная артиллерия, работающая на полкарты. Героям же выбирать из чего-то не нужно. Там качается все равномерно, но есть нюанс. В этот раз я не почувствовал от героев какого-то сильного импакта. Скорее всего, дело в том, что раньше мы сами выбирали, что им прокачать. Теперь же одни из самых крутых их способностей находятся в конце древа прокачки, например, как Небесная Копья Зефирки. Путь славы. В демке он пока что продемонстрирован не до конца, но механика уже задана. Указ короля и гномья пищаль открываются не по мере прохождения уровней, а по получению звезд. Где их достать? Как минимум зарабатывать максимум звезд на уровнях. А также проходить испыташки. И о господи да! Наконец-то испыташки не бесполезны и снова дают звезды для прокачки. Не просто даже прокачки, а для получения нового арсенала. И этих испыташек на уровень стало на 2 больше. Боже, я счастлив. Бесит только одно, что последний уровень сложности снова открывается после прохождения основной кампании. Сама же игра напичкана кучей кликабельных отсылок и пасхалок, как на культовые проекты, так и на старые части КР. Лучше вам самим попробовать их поискать, да и вообще поиграть. Выражаю огромную благодарность бустерам, что поддерживают меня денежкой и которым не все равно на мой контент. Также отдельное спасибо ЕКБшевцам, что поучаствовали в озвучке. Заходи сюда почаще, мы ждем вас и до скорого.